в этом году занимались, как и предыдущие годы, консолидацией и объединением мусульманской нашей уммы России и, альхамдулилля, добились успеха. Мы сегодня можем сказать, религиозные организации не только работают сами по себе, как религиозные организации, но сегодня работают уже вместе с общественными организациями. Общественные деятели, общественные, культурные наши организации, они сегодня уже не стесняются быть рядом с религиозными деятелями, с религиозными организациями. Они хотят совместно решать те проблемные вопросы, которые у нас существуют. И, конечно же, я призываю вас, уважаемые руководителей национально-культурных автономий, национальных федераций. Я также обращаюсь к нашим политическим деятелям, общественным деятелям, активно участвовать в мусульманской жизни Российской Федерации. Когда мы едины, когда мы вместе сможем противостоять тем негативным проявлениям, которые сегодня мы видим в нашем обществе многонационального, многорелигиозного государства. Риторическим. Вот. Если мусульмане хотят строить мечети, там, где присутствуют мусульмане, это нормально. Если христиане хотят строить свои храмы, это нормально. Если представить других, значит, там, где достаточное количество их хотят строить, это тоже нормально. Не страшно то, что люди стремятся к той или иной религии. Это как раз позитивно. Страшно, когда человек ни во что не верит. Это самое страшное. Вот. Я одинаково уважаю и своих братьев-мусульман, значит, которые искренне верят, одинаково уважаю и представителей других религий. Но в то же время мы должны настороженно несколько относиться к различным радикальным проявлениям, от кого бы они ни исходили. Или тех, кто прикидывается под, скажем так, мусульманскими шапками, или иудейскими, или христианскими, не суть важно совершенно. И вот в этой связи, значит, я бы хотел одно обстоятельство отметить. История наша знает много примеров, когда и Россия, она переживала в свое время разные свои истории, когда практически вся Россия была под, скажем так, властью, скажем, мусульманской. Вот. Но это не означало, что насаждалось именно это. Точно так же и европейские страны в какой-то период были, начиная от Испании и другие европейские страны. Это тоже не означало, что это мечом, саблей насаждалось. То есть я хочу сказать, что, значит, во всем мире люди объединяются уже, скажем, на экономической основе. Значит, в то же время объединяются и на религиозной основе. Но это не самоцель. А самоцель заключается в стабильности и экономической ситуации, и политической ситуации. И вот в этих условиях, к сожалению, я и себя ловлю иногда на мысли, и ловлю своих друзей, товарищей по общественным организациям. Я себя ловлю вот на чем. Значит, что волей-неволей выступление каждого из нас или в средствах массовой информации, или же на различных форумах, мы как бы оправдываемся, пытаемся оправдаться, да? Но это неправильно, это неправильно. Мы граждане России, у нас с вами нет другой родины. Это люди не относятся к носителям духовного содержания. Я абсолютно убежден, что в них нет ничего христианского, ничего иудейского, ничего мусульманского и любых других которые находятся на территории нашей многонациональной страны. Это самое главное.
Мне кажется, что при возникновении таких тенденций, которые существуют, государство и общество, и в данном случае, скажем, наша столица, должны четко понимать, что охранять очаг напряженности должны специальные люди. Для этого существует МВД в городе, которые должны пресекать это на корню. Потому что, к сожалению, некоторые представители нашей молодежи нуждаются в жестком управлении. И это факт. И еще мне хотелось бы сказать, что исторически мусульмане всегда играли в России. Мусульмане – это самая северная исламская страна. Дальше Норильск, остров Франца Иосифа, еще что-то такое. Мусульмане всегда играли активную роль в организации и образовании российского государства, российской государственности. Если хотите, российской конституции, посмотрите все своды указов, скажем, позапрошлого века, когда все писалось о том, чтобы упорядочить взаимоотношения между всеми умами, которые населяют Великую Российскую империю. Это 1800-е годы, 1900-е годы. Ну что делать? Вот если меня кто-то из этой молодежи спросит на улице, кто я такой, я скажу, что я русский мусульманин. Я живу в России. И в России все уммы имеют право на существование. Я понимаю, что большая часть, скажем, большая часть нашего религиозного сообщества относится к христианам. Так и должно быть, потому что это большое количество русских, населяющих здесь. И второе по количеству – это мусульмане. И если мы не будем собираться за круглым столом, представители иудейства, христианства, ислама, и обсуждать, как с этим бороться, в одиночку никто ничего не решит. События, которые произошли в конце 2010 года, на самом деле, они заставляют очень сильно задуматься. Заставляют задуматься только по одной такой причине, что 10, 15, 20 лет на самом деле мы думали, что у нас проблемы есть, но они не настолько серьезные, и что тот вакуум, о котором мы говорим очень часто, все-таки, наверное, заполняется, не все так плохо. Но, к большому сожалению и к удивлению, несмотря на то, что большинство населения страны, все-таки я подчеркиваю, большинство населения страны, я в этом убежден, не хочет наблюдать за этими проблемами, связанными с национальным вопросом, это стало возможным. Когда задают вопросы и ставят проблемы, спровоцированная это была ситуация или это что-то стихийное, я для себя отвечаю всегда так, что возможно и стихийная, возможно и спровоцированная ситуация. Но, конечно, в большей степени это спровоцировано. И сегодня, когда вот в такой аудитории мы обсуждаем такие серьезные проблемы, для меня практически нет никаких секретов, почему это произошло уже. Для меня нет никаких секретов, что у нас сегодня происходит на Северном Кавказе, говоря о террористических актах. Много очень сказано об этом. Проблема состоит только в том, что делать. И не знаю, удивитесь вы или нет, и может быть самое главное, еще важнее, кто будет делать. Мне кажется, с точки зрения подготовки нашей молодежи, с точки зрения работы с молодежью именно со стороны молодежных организаций подготовленных, мы практически на нуле. Нет этих молодежных организаций, которые могли бы сейчас быть готовыми к таким вызовам. Наша молодежь готова, на самом деле патриотически настроенная, но не до конца образованная и просвещенная, отвечать на насилие насилием. Иной раз не спровоцированно, не задумываясь о том, что они делают благое дело, они отвечают. Выходец из Кавказа пострадал, значит пойдемте защищать его. Выходец из Саратова, Самары пострадал, давайте, значит, защищать его. То есть нет вот некой такой объединяющей силы. Я уверен сегодня, что единственное, что может помочь ситуации, до того, как мы поправим экономику, а я оптимист, я думаю, что все-таки лет через 10-15 мы сможем достичь каких-то либо результатов.
мы сможем организовать десятки тысяч рабочих мест, а может быть и сотни тысяч рабочих мест. Я еще раз повторяю, возможно, потому что сегодня воля на это есть. Мы сегодня говорили и о том, как к этому относится и премьер страны, и президент страны. Мы знаем о разработке серьезного документа «Стратегия развития до 2025 года». Они действительно существуют. Но меня интересует вопрос, что мы будем делать до этого? 5, 10 и 15 лет. Вот что самое главное сегодня. Может, мы даже немножко недооцениваем вот то, что сейчас делается. Ну, по крайней мере, опасность этого дела. Во-первых, дело это не новое. Если оглянуться на историю на нашу, вот только сейчас опубликовали книжку, там, поход Карла XII, шведа сами. Ну, только теперь становится известно, сколько он отрядов всяких создал, ну, на сегодняшнем языке информационных, для того, чтобы противопоставить белорусов, малоросов, значит, там, России, чтобы они отделялись от России, там, сколько он там денег употребил для крымских татар. Любой поход начинался с этого. Создать в России рознь между народами. Наполеон то же самое сделал. Ну, я уже не говорю там, о гитлеровцах. Кстати, они очень многого достигли, потому что ну, действительно очень много людей оказались на стороне наших врагов. Но дело в том, что вот тот же Гитлер, он ведь вместе с этим Розенбергом, Геббельсом делал главную ставку. Главную ставку делал на то, что как только Германия пойдет на Россию, народы начнут воевать друг с другом на Кавказе, по Волге и так далее. И мы знаем, что там были и люди, которые на стороне врага воевали. В подавляющем большинстве все народы. Они выступили на защиту своего общего отечества. И вот мы, солдаты, воевавшие в Великой Отечественной войну, ну, как завещание вот вам передаем, что вот единство, сплоченность народов, их совместная борьба против общего врага явилась важнейшим фактором, который обеспечил нашу победу. К сожалению, сейчас вот в Узбекистане, там, даже в Таджикистане, в других местах уже подают голоса люди, причем это, как правило, инспирированные из-за рубежа. Поляки там работают. О том, что вот, ну, как недавно один руководитель Узбекистана заявил, Гитлер на нас не нападал. То, что направляли наших молодых людей воевать там на фронт, это незаконно. Теперь Россия должна выплатить. Кстати, ведь в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Польше все подсчитали, сколько Россия должна уплатить кому. Ведь это сегодня это там на общественных началах, а завтра просто иски будут предъявлены. Это все уже приобретает очень опасный характер. И когда Владимир Владимирович Путин сказал, что надо бы посмотреть, вот, как это удавалось в советское время дружбу народов осуществить, вот, его там поправили, но от этого факта куда не уйдешь, так было в истории, так и осталось. Россия всегда была многонациональным государством. Иного государства не может существовать.